Два цвета Type-C, активное шумоподавление, минимальные габариты, кодеки AAC и SBC с хорошим запасом громкости. Да даже Ambient Sound завезли. Что за режим невиданной щедрости начался у Havit? Сейчас расскажу, но без фейерверков. Tube 683, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия и мои контакты всегда в описании, а в прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али и скидками. Ну а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Havit Haki Time Earbuds. Первое. По неясной мне причине, учитывая мое отношение к данному бренду, наушники мне прислал производитель. Пришли наушники довольно быстро, все упаковано хорошо. Внутри довольно богатого вида коробка. Главное, что я нашел, это то, что бренд Haki — собственность бренда Havit. Вот так они, значит, решили прятаться. Ну и, конечно, 6 основных прелестей: активное шумоподавление, режим прозрачности, независимое подключение, низкая задержка, глубокий звук, что спорно, но обо всем далее, и длительный режим работы. Пакинг очень качественный. Внутри упаковки тканевый, непотребный по мне чехол для переноски, кабель для зарядки Type-C, инструкция, запасные амбушюры, наушники и бокс. Мне инструкция пришла на понятном всем китайском языке. Ладно, опять сразимся с ней с переводчиком и победим. И, кстати, амбушюры прямо топорные, неприятно топорные. Давно таких ужасных амбушюр я не встречал. Но от коробки не пахло, и это хорошо. Кейс аморальной формы и гипертрофированного размера, но это сейчас у многих встречается. Пластик дешевый, но не самый дешевый. Лучше, чем у Redmi AirDots, но хуже по моим тактильным ощущениям, чем даже в начальной модели анкеров. Хотя габариты местами относительно анкеров адекватнее. Именно для этих сравнений я и храню все наушники, которые я считаю достойными, ведь нужно с чем-то сравнивать. Все нереально запомнить. Кейс с емкостью 400 мАч на 3 зарядки наушников его хватает. От сети по кабелю Type-C кейс заряжается за 1 час 20 минут. Заряд виден по диодам индикации на самом кейсе. Приятно, что зарядка от Type-C. Но вот трещина над входом Type-C такая, что ее даже пьяный заметит. Такой сборки даже у мрачного Китая давным-давно не встречал. Будем считать, что это попытка пассивного охлаждения для аккумулятора при зарядке бокса. Притом странно зачем, ведь при зарядке бокс не греется. Ну ладно. По наушникам динамик на 10 мм с динамическим драйвером композиционной диафрагмы японского производства. Во всяком случае, так утверждает производитель. Размеры и вес вы видите сейчас на экране. Нормальный и даже в ушах сидят удобно, но под шапкой эгегей как давят. Будем считать, что с формой в этот раз они почти угадали. Хотя если вам были впору Havit G1, с точки зрения физики, эти даже с самыми крупными амбушюрами у вас будут вваливаться в ушную раковину со свистом. Но не будем о грустном. Наушники в кейсе заряжаются за 1 час 20 минут с 0 до 100%. Быстрой зарядки у наушников нет. В шторке у телефона виден заряд наушников, но не по отдельности, а сразу двух. Усредненный такой заряд. По автономности 4,5 часа на 100% громкости без активированного активного шумодава наушники отрабатывают. На 50% громкости отрабатывают 7,5 часов, что очень круто. С активированным шумодавом на 100% громкости играют на 15 минут меньше. На 50% громкости на час меньше. Сенсоры в каждом наушнике. При воспроизведении музыки они не мигают, и это просто отлично. Наушники выключаются помещением в кейс или прямо с сенсорных панелей. По одному наушники работают. Заявлено независимое подключение правого и левого наушника к источнику. Тема не новая, но очень полезная, чтобы переключались ушки между левым и правым быстро. Функция автоотключения на борту. Наушники переподключаются друг между другом довольно быстро, но не молниеносно. Мультиподключения нет подключения к программе, как и собственно программы, нет сенсоров приближения, что эпичный FL. Торчат из ушей знатно, но это фишка бренда, чтобы все вокруг знали, что вы владелец их наушников. Защита от влаги номинальная IPX4, считайте, ее и нет. Но хоть пота наушники не боятся. Управление сенсорами не супер, но привыкнуть можно. Функции: включение и отключение активного шумоподавления. Простым зажатием на 3 секунды сенсоров, притом сообщают вам об отключении на английском языке, что очень приятно. Включение режима прозрачности осуществляется также поступательно. Вот эта функция здесь хоть как-то, но работает, в отличие от активного шумодава, который больше для вида. Ответ на звонок и сброс звонка, вызов голосового помощника, плей и пауза. Даже перелистывать треки пока нельзя. Может быть, они сделают обновленную версию, если они вдруг решат ее перевыпустить, и додумаются, что нужно хотя бы это дело сюда завести. Ведь это важно. Не говоря уже об отсутствии возможности изменения громкости с наушников. Bluetooth версии 5.0 кодеки поддерживаются AAC и SBC.
SBC, у меня от валов и фризов ушки не ловили, через одну стену ловят, но уже появляются отзывы владельцев, у которых проблема со стабильностью, возможно, кстати, из-за их телефонов. Напоминаю, чтобы у вас все было хорошо, у вас должен быть телефон хотя бы с Bluetooth версии 5.0 и хотя бы не Xiaomi-шный бюджетник. Предполагаю, что у единственного негативного на данный момент отзыва, скорее всего, брак наушников. Задержки в YouTube я не ощущал, в играх задержка приличная, но любителю в PUBG можно и поиграть. Мне было норм. Вот вам пример задержки. Микрофоны, по мне, не хорошие, вот вам пример их работы. Пример работы микрофонов Havit Time TVS в помещении. В помещении, как и все, что существует, наверное, в этом мире в продаже из серии беспроводных наушников, микрофоны справляются. Разговариваю сейчас громко. Вот, допустим, сейчас начал разговаривать тихо. И если вы будете говорить тихо с собеседником, вас будут слышать примерно так. Пример работы беспроводных наушников Havit Hacky Time. Вот так примерно их микрофоны будут работать рядом с дорогой. Мимо проезжают машины на скорости, наверное, 45-50 км в час. Дорога влажная, вы должны слышать, как они катаются шинами по влажному асфальту. В принципе, по картинке, вроде бы микрофоны не самые ужасные, но мне кажется, они что-то не то обрезают. Конечно же, шумодав ENC здесь есть. Вам самим оценивать, насколько хорошо он работает. Вот сейчас я просто пойду пешком, ветер минимальный. Вот так во время прогулки вас будут слышать собеседники. Вот, ветер уже начал задувать, такая печальная история. Звучание. Громкость сумасшедшая, но на максималках каша. Адекватный звук появляется только на уровне 70% громкости. При переключении треков шипения нет, как и нет шипения на паузе. Середина печально. Хорошие верхние частоты и пустой бас. Он вроде есть, но его нет. Ждать от этих наушников суперзвука не стоит. Сделали адекватный размер и забили на звук. Он неплохой, и на свою цену они играют, но если после них послушать Anker P2, вы будете в печали довольно долго. Микро слышали сами. Как я часто говорю, в помещении хорошо все. Дальше молчим. Резюмирую, советую. Там, где $36 в обычные дни, на $3 всегда можно найти промокод, без него $39. На распродаже легко купить за 29, а это уже очень близко к лоу-косту. Запас громкости перекрывает недостатки в принципе. Если вы вообще любите слушать всякую кашу вместо звука, такие направления в музыке тоже есть, вам будет прямо совсем хорошо от этих наушников. Да, и наличие ANC, пусть даже и бутафорская, в принципе греет душу. Аналогов в эту цену просто нет. Oppo NKX, которые вчера были на обзоре, с ценой в 5 раз выше, имеют шумодав по мне еще хуже, чем у Havit. Разыгрывать эти наушники не буду, как мне их потом с чем-то сравнивать. Но пар 8 наушников к 30 числу уже набралось. Разыграть я их обещаю, как и сделать на них обзоры. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, ставьте лайк за труды, не забудьте подписаться на телеграм-канал с промокодами и скидками на Али в прикрепленном комментарии. Скоро Черная пятница. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.